я очень советую. Барселона – прекрасный и удивительный город, который не перестает удивлять, который никогда не надоедает славиться своей культурой, архитектурой, гастрономией и историей. И сегодня я для вас собрала гайд по смотровым площадкам, потому что на Барселону также интересно посмотреть с высоты птичьего полета, полюбоваться видами на город, охватить взглядом всю Барселону, посмотреть на море. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, это будет вам интересно, познавательно. И вы будете узнавать новинки о моем канале. А сегодня я начать решила с горы Тибидабо. Гора Тибидабо – это очень известная часть Барселоны. Здесь снимали такие фильмы, как «Вики Кристина Барселона», «3 метра над уровнем неба». И здесь интересно начать наше путешествие. На горе Тибидабо мы посетим несколько смотровых площадок. И начать наше путешествие я хотела с Мирадора Сария. Посмотрите, здесь виден весь город как на ладони. И здесь заметно, что Барселона – это город низкоэтажности. Но отсюда также виден квартал небоскребов. Вторая точка, вторая смотровая площадка на горе Тибидабо – это Мирадор Колорс. Тибидабо находится примерно на высоте 530 метров над уровнем моря. Это часть Барселоны, но такое ощущение, что, находясь здесь, ты как будто выехал на природу, потому что совершенно исчезает городской шум и суета. Поют птички, свежий воздух, тишина. Здесь хорошо побыть наедине с самим собой. И еще одна роскошная смотровая площадка находится на самой высокой точке горы Тибидабо. Это парк аттракционов Тибидабо. Здесь можно покататься с детьми на аттракционах, ну и взрослым тоже, насладиться видами города. Отсюда открывается более обширный вид. Здесь можно увидеть прибрежные городочки и даже немного Пиренеи. Из интересного здесь находится храм Святого Сердца Христа, построенный в начале 20 века. Еще одна смотровая площадка, которую я очень советую посетить, находится на горе Монжуик. Эта гора расположена практически в центре города, с видом на море, с видом на порт. Здесь находится несколько знаковых достопримечательностей города. Национальный дворец, музей каталонского искусства. Также здесь находится стадион, старинная крепость. Очень много смотровых площадок. И на одной из них я сейчас нахожусь. Кстати, здесь еще находится музей Жоана Миро и очень много интересных разноуровневых садов. И если погулять вдоль этой смотровой площадки, потому что она продолжается несколько сотен метров, можно увидеть порт, можно увидеть канатную дорогу. Кстати, по канатной дороге можно добраться до района Барселонета. И можно даже увидеть Рамблу. Еще одно из мест, которое очень рекомендую посетить, находится на той же горе Монжуик, около Музея национального искусства Каталонии. И здесь открывается вид на площадь Испании, на горы, в том числе на гору Тибидабо и на верхние районы Барселоны. Вы знаете, да, что районы Барселоны делятся на нижние и на верхние, то есть более туристические и более фешенебельные. Вот с этого места открывается вид на верхние районы Барселоны. Очень красиво, очень атмосферно. Часто здесь бывает красивая живая музыка. Еще одно классное место, которое стоит посетить, чтобы посмотреть на Барселону сверху, это бункер Кармель, который находится на вершине горы Тура де ла Ровира. Это место имело важное стратегическое значение во время гражданской войны 1937 года. Здесь находились оборонительные сооружения, которые охраняли город с воздуха. Позже здесь стали селиться мигранты,
И это продолжалось до 1992 года, когда перед Олимпийскими играми холм расселили. Сейчас эта часть культурного наследия Барселоны находится под охраной государства и приведено в порядок для прогулок. Стоит посетить. С вами была Галя Карен. Надеюсь, вам понравился мой обзор по смотровым площадкам Барселоны. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Возможно, вам интересно узнать что-то еще о Барселоне. Не стесняйтесь, пишите. И я провожу экскурсии в Барселоне. Жду вас на экскурсиях. До новых встреч. Пока-пока.